Мария Ситтель хорошо знакома зрителям телеканала «Россия-1». Мария не может представить себе жизни без съемок. Лишь семейные обстоятельства могут оторвать Ситтель от любимой работы. Ее неоднократно называли самой привлекательной и любимой зрителями ведущей страны. А ведь в юности она отказывалась работать с камерой, считая профессию диктора такой же легкомысленной, как занятие модельным бизнесом. Марии Ситтель исполнилось 46 лет, и почти половину этого срока она посвятила российскому телевидению. Глядя на эффектную брюнетку, вещающую о последних новостях в мире, сложно поверить, что она многодетная мама. Ведущая сумела создать крепкую семью и стать мамой 5 детей. Мария родилась 9 ноября 1975 года в Пензе в семье инженеров, однако интерес к техническим специальностям от них не унаследовала. С детства Ситтель тянула к науке. Она мечтала выращивать кристаллы, работать с дельфинами, участвовать в исследованиях. В старших классах Маша перешла в медицинский лицей, где углубленно изучала латынь, химию, анатомию и проходила стажировку в клинике. Самой большой ее мечтой тогда было стать хирургом-ортопедом. Она даже работала 1,5 года в ортопедическом отделении, где ставила дренажи. Хирургия вообще очень привлекала девушку. В 17 лет у Марии появился шанс уехать в столицу. Она окончила в Пензе школу манекенщиц и, как все подружки, составила портфолио и отправила его Вячеславу Зайцеву. Спустя год художник-модельер прислал письмо с положительным откликом, мол, вы нам подходите, ждем. Но Мария лишь посмеялась. Фото она собирала просто за компанию с приятельницами. Она никогда не хотела работать на телевидении и не стремилась стать моделью. Долгое время эти профессии для нее вообще были чуть ли не равнозначными, несерьезными. Во время учебы в Пензенском педагогическом институте ребята из студенческого клуба попросили ее сняться в юмористической программе на частном телеканале. С трудом местные комики уговорили однокурсницу принять участие в шоу. Слишком уж скептически она относилась к подобного рода экспериментам. В студии девушка столкнулась с главным редактором Федором Самариным, и тут начал прощупывать почву, спрашивая, где учится и чем увлекается Мария. Но Ситтель быстро оборвала разговор, заявив, что вербовать ее не стоит, и работать перед камерой она точно не станет. Но друзья Марии были так увлечены телевидением, что твердили о нем постоянно. Вот и девушка волей-неволей начала заглядывать в студию. Однажды видеопленка с ней попала в руки к московскому режиссеру. Профессионал вынес суровый вердикт, заявив, что Ситтель и камера – вещи несовместимые. А ведь он тогда ошибся, не правда ли? Шло время, Мария училась и продолжала иногда помогать приятелям в творчестве. Но вот настал момент, когда ей понадобились деньги. Без труда девушка получила работу в передаче «Музыкальный сувенир», похожей по формату на утреннюю почту. Спустя год Ситтель предложили должность стажера в местной службе новостей. Затем она доросла до репортера и, наконец, до ведущей. Мало-помалу, но телевидение заманило Марию, и даже в то время, активно работая на телевидении, она не думала, что это станет ее профессией. Поэтому в какой-то момент она подала документы еще в Москву, во Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Она думала, что станет банкиром, появится много денег, будет на что семью прокормить. Банкиром девушка не стала, но специальность все же получила. Потом девушка выиграла в номинации ведущей информационной программы фестиваля Приволжской прессы, и в сентябре 2001-го ее пригласили в Москву в штат ВГТРК в программу «Вести». С первого эфира в столице она начала вести отсчет профессиональной карьеры. «Вести», «Особое мнение», «Специальный корреспондент», «Голубой огонек». Лицо Марии Ситтель стали узнавать телезрители по всей стране. Звезду не раз называли самой популярной ведущей России. За профессиональные заслуги она получила ТЭФИ и Орден Дружбы. При этом находились те, кто считал Марию слишком сухой и чопорной. Согласна, что порой я бываю излишне строгой, застегнутой на все пуговицы. Но с другой-то стороны, информационный формат вестей никак не предполагает чрезмерных эмоций. Оправдывалась теледива. С другой стороны, поклонники узнали кумира благодаря проектам «Форт Боярд» и «Танцы со звездами». По признанию Ситтель, участие в шоу помогло ей раскрепоститься, перебороть скованность и обрести большую свободу. Несомненно, восхитительная красавица с острым умом и широким кругозором всегда была и остается окружена мужским вниманием. Однако к мужчинам, которые составляют серьезную часть жизни, Мария Ситтель научилась осмысленно относиться не сразу. Впервые девушка пошла под венец еще в студенческие годы, когда ей было 20 лет.
Мужем Ситтель стал мужчина, чье имя журналистика предпочитает не называть, и тем более не обсуждает подробности жизни их несостоявшейся семьи. Однако кроме досады и разочарования, брак не принес в жизнь Маши ничего. Хотя один драгоценный подарок Ситтель все же получила от первого супруга – это дочка Дарья. В момент принятия того, что она теперь свободная женщина с ребенком, у журналистки открылось второе дыхание. Она оставила дочь на попечение родителям и рванула покорять столицу. При каждой возможности телеведущая стремилась провести время с наследницей. Именно желание Ситтель, несмотря ни на что, участвовать в жизни Даши и занимать в ее сердечке предназначенное ей место, помогло матери и дочери сохранить теплые, доверительные отношения. Ведущая работала вахтовым методом. Одну неделю проводила в Москве, а следующую – с родными в Пензе. Целых 8 лет каждые выходные Ситтель бросала вещи в машину и мчалась в другой город, так что наследница никогда не была от нее оторвана. В те дни, когда Мария находилась в Москве, они созванивались с дочерью по несколько раз в день, сверялись по урокам и даже стихи учили по телефону. Едва появилась возможность, диктор забрала дочь к себе в Москву. Старшая дочь ведущей совсем не знает отца. Она уже взрослая, получает образование в МГУ на отделении фундаментальной медицины, как когда-то мечтала ее мама. Ведущая совсем не хотела проецировать на дочь собственные нереализованные желания. Дарья сама выбрала профессию врача. Но вернемся к сердечным делам Марии. В нулевых они заговорили как об одной из самых красивых ведущих страны. Разумеется, стали возникать вопросы, есть ли у привлекательной женщины вторая половина. Тема обострилась, когда Ситтель приняла участие в «Танцах со звездами». Не прошло и пары выпусков, как зрители уже окрестили партнера теледивы Владислава Бородинова ее бойфрендом. В прессе стали рассуждать, что и ведущая, и хореограф свободны, а их разница в возрасте в 7 лет несущественна. Впрочем, параллельно появились и слухи, что Владислав просто использует роман с Марией для пиара. Сами звезды отношения не подтверждали. Однако фразы Бородинова о том, что без взаимной симпатии танцевать невозможно, поклонники воспринимали недвусмысленно. Вскоре смысл подозревать Ситтель в романах с коллегами исчез. Подруги уговорили ведущую съездить в отпуск на Кипр, и там у нее закрутился курортный роман с бизнесменом Александром Терещенко. На момент знакомства мужчина даже не знал, кто такая Мария. Они познакомились на море, и предложение Александр сделал тоже там. Но только через 2 года. Все было очень искренне, душевно и неожиданно. Красивое место, помню какой-то сумасшедший закат. Вообще Саша – романтик, было видно, как он волновался. А я целый год думала, прежде чем ответить «да», делилась Ситтель. В 2009-м влюбленные тайно поженились, пригласив на церемонию лишь ближайших друзей. Уже через год у них появился сын Иван. На этом супруги не остановились. В 2012-м Мария подарила мужу наследника Савву. Позднее родились Николай и Екатерина. Воспитывать детей ведущий помогал не только избранник, но и родители, которые впоследствии перебрались из Пензы в Москву. В большой семье царит удивительная идиллия. Ссоры и конфликты между супругами прекратились почти сразу после свадьбы. Старшая дочь мгновенно поладила с мужем Марии. Кроме того, Даша помогала приглядывать за младшими братьями и с удовольствием пекла близким десерты. Вместе родственники проводят праздники, зимой катаются на коньках, а летом отправляются на велопрогулки. Для многих Ситтель стала примером для подражания. Она призывала женщин не бояться рожать, ведь даже будучи многодетной мамой, можно продолжать строить карьеру. К тому же, каждый раз возвращаясь на работу из декрета, Мария демонстрировала зрителям стройную фигуру. А вы попробуйте всех сразу по 2 раза в день собрать на улицу, и у вас не будет ни одной лишней калории. Шутила ведущая, отмечая, что не сидела на диетах ради похудения. Прогулки, свежий воздух, велосипеды летом и хорошее настроение. Пожалуй, все. Журналистка полагает, что благополучие в семье зачастую зависит от поведения женщины, от ее понимания и умения слушать. Мария никогда не заводит конфликт в тупик. Важно услышать другого, вовремя подойти к любимому человеку и сказать «давай поговорим, что-то не так?». Нельзя проблему замалчивать. Атмосфера в семье во многом зависит от женщины. Только любовь все украшает. С ней наша жизнь наполняется и приобретает смысл. Делится опытом Мария. Друзья, давайте пожелаем великолепной ведущей с каждым днем расширять границы своего счастья и приумножать все свои успехи. Быть востребованной и оставаться прекрасным человеком.